Здравствуйте, мы опять с вами, сегодня с Викторией. Наверное, видео будет называться «Хочу срочно жениться, потому что знаю, что ты скоро умрешь». У нас никогда не бывает ничего на пустом месте. И, конечно, все наши видео основаны на реальных историях, потому что выдумать вот то, что происходит часто здесь в Египте, это выдумать просто невозможно. Даже если ты великий писатель, ты это нарочно не придумаешь. Вот я прочитаю просто это сообщение, как оно есть. Ты, может быть, потом выведешь на экран. Скажите, пожалуйста, один зовет меня замуж, а у меня хроническая болезнь, могу не выжить. Он знает об этом. У меня есть недвижимость, есть дети. Где есть подвох? Вопрос такой к нам. Как обезопасить себя, оформить ли дарственную на детей? В общем, такой вот изначально план. Он знает, что я не выживу, поэтому она спрашивает, где тут подвох? Какой тут подвох может быть? Здесь все вилами... Нет, здесь все прям черным по белому написано. Он знает, что у нее есть недвижимость. Он хочет на ней жениться из-за недвижимости. Ну, тут любовь никакая, конечно, ни при чем. Хотя, не знаю, может быть, что там какая-то великая любовь. Но как себя обезопасить? Да никак. Не надо просто жениться и все, если есть такое опасение. Она хочет все переписать на детей, само собой. Надо все переписать на детей изначально. Но мне кажется, тут даже такие вещи я не рассматриваю, такие вопросы для меня просто вызывают улыбку. Ну вот, Вика, у тебя какие ассоциации с такими вопросами? Ну вот, потом, знаешь, я сразу вспомнила, когда я вот про это прочитала, я вспомнила сразу одну женщину пожилую, такую вот бабушку, которая тоже всем рассказывала, что она скоро умрет, что она на него все перепишет. И вот ты не представляешь, она их меняла как перчатки. Один ей ремонт сделал, один ей то сделал, третий с ней возился, везде ее возил по всем больницам. Короче, она переменяла, наверное, 5 или 6, или там сколько у нее их было, я не знаю. Конечно, пережила, наверное, она их всех, эти бабушка. Ну, конечно, она уже умерла, но факт тот, что никаких египтян рядом с ней не было. Конечно, получили все дети, и все было изначально записано даже на детей. Но факт тот, что вот так она им мозги пудрила вот этим своим, что она такая старая больная, скоро умрет, и все он получит. Ну, некоторые люди просто пользуются вот этими ситуациями и используют не они ее, а она их. Знаешь, есть такая конфета ананас. Я когда забыл, говорит, не помню, как эта конфета называется. Он ее, они ее, ананас. Короче, вот это вот бабушка ананас. Короче, потом еще одна ситуация. Женщина пишет, не буду читать, просто расскажу своими словами. У меня есть бизнес, и я зарабатываю какие-то деньги на своем бизнесе, у мужа тоже есть бизнес, но он сказал, что если мы с тобой женаты, то по исламу положено, что ты весь доход, твой доход мы делим пополам со мной. То есть он свой доход вообще никак не делит, а по исламу, как он сказал, у нас в Египте так положено. Мы твой доход делим пополам. И она задает в группу вопрос, правда ли это. Конечно, я не раз слышала, что некоторые девочки говорят, а мой муж сказал, что у нас так принято, а мой муж сказал, что у нас так положено. Одна женщина у меня приезжала, так она говорит, а мой муж сказал, что мне нельзя ходить на пляж или на море. Я говорю, что это? Это кто это так? Кем это так принято? Это у них так в Египте принято. Не слушайте никого и ничего. Правильно, что она задала вопрос в группу, по крайней мере, ей там больше было хохотушек, знаешь, таких смешных ответов, потому что наши девочки, они очень остроумные, и вот прежде чем задать такой вопрос, готовьтесь, что у вас будут ответы такие смешные.
И юмор у наших девочек просто зашкаливает. И что только ей там не понаписали. Некоторые говорят, конечно, правда, и надо вообще всю свою квартиру подарить. И свой бизнес отдать, и не половину. Зачем? Он сказал вам, и он вас обманул. Надо все отдать. Ну, в общем, короче, смеются. Конечно, никто ничего не требует. И мало того, что это он должен делиться своим бизнесом, а вы можете на свой бизнес покупать себе колготки, как говорят, да, хотя здесь это не нужно. Ну, шоколадки, маникюр там или еще что-то такое. Квартиры на худой конец. Вот. Вот еще одна тоже спрашивает, как вы думаете, если жена из Европы, она обязана дать возможность мужу египтянину жить в Европе? Конечно, обязана даже. Ну, вот такие вопросы задают, да? Обязана просто. Короче, расскажу вам очень интересный случай. Это было давно. Еще я работала, я только приехала сюда. Для меня это был просто шок. Шок шоковный. Знаешь, вот такой. Женщина одна, он познакомился с немкой. Она сказала, что она согласна взять его с собой в Европу. Но он должен выполнить только 2 ее условия. Он говорит, конечно, дорогая, все выполню. 2 эти условия были, чтобы его кастрировать, и чтобы, ну, не кастрировать, а это, как называется, чтобы у мужчины не было детей. Короче, вот это условие маленькое такое, и чтобы он отказался от мусульманства и принял христианство. Вот таких 2 условия она ему поставила. А для него он молодой мужчина, она уже пожилая женщина. И, конечно, она детей никаких не планировала. И вот так вот взять за вот это гражданство, себя лишить возможности стать отцом. Ну вот она ему такие 2 условия поставила, да, чтобы он, и только в таком случае, представь, у него такая дилемма, он бедный, похудел, побледнел, ночами не спал, но все-таки... Представь, еще и думал над этим. Надо было религию поменять. И еще сделать вот эту операцию, чтобы у него не было детей. Я не знаю, чем закончилась эта история. Я уже просто ушла с той работы, где он работал тоже. И не знаю, чем закончилась. Но эта женщина, я хочу сказать, такая вот большая и уже не молодая. Вот такое она ему поставила условие. Женщину понять можно, потому что она ему сделает гражданство, а он найдет себе молодую, заведет себе семью, как многие делают. Поэтому почему она просила его религию поменять, это тоже непонятно для меня. Меня вот нисколько не смущает их религия. У меня муж мусульманин, и мы с ним прекрасно уживаемся. Я ему могу рассказать свое что-то из Библии. Он мне расскажет что-то свое, но многие вещи переплетаются как-то так. Поэтому для меня, когда вот начинаем мы что-то спорить, я говорю, Бог хочет одного. Когда вот я говорю ему бросай курить, он говорит, иншаллах. Вот это иншаллах, что такое? Значит, если будет Богу угодно. Я говорю, так и уже ему угодно, чтобы ты бросил. А он задумался, знаешь, он такой задумывается еще. Ну, короче, вот так. Потом одна у меня гостья была из Венгрии. Сначала она жила нормально, все, ничего не говорила. Потом, значит, она на 2-й раз, когда приехала, она меня стала спрашивать, такие вот вопросы задавать начала. А что, если здесь открыть бизнес? А правда, что мне надо на него все записать? А правда, думает, так, уже там какой-то звоночек для меня, значит, уже... Ее началась обработка, потому что 1 раз она приехала, вообще она ни о чем не думала. Только на 2-й раз, когда она приехала, она уже начала говорить. Я говорю, а что за бизнес? Какой ты бизнес хочешь сделать? Она говорит, я хочу открыть ресторан венгерской кухни. Нормально, да, в Египте ресторан венгерской. Тебе надо венгерскую кухню? Мне не надо. Египтянам надо, им не надо. Туристам надо? Нет, они приехали в Египет, им надо египетскую кухню. Редко, когда, особенно здесь вот это, думаю, ну так это понятно, откуда ветер дует. Я говорю, а кроме ресторана венгерской кухни у тебя нету никаких наметок? А она говорит, пока нет. Думаю, ну ладно, пусть еще подумает он. Еще
как следует подумает, что еще можно сделать. Понятное дело, такой бизнес сразу прогорит. То, что она вложится, напишет на него, вот этот свой ресторан напишет. Через неделю после того, как она уедет, он будет продан или сдан, или что, или скажет, все прогорело, и деньги все пойдут ему в карман, она не получит ни копейки. Ну и ничего такого этого странного в этом нет, и случалось это много раз, и не удивляйтесь, если так будет. Но просто когда молодой человек ваш начнет вам предлагать какой-то бизнес, 300 раз подумайте. Магазин, полно этих магазинов. Сувениры, пожалуйста, полно этих сувениров. Уже все вот эти ниши заняты. Если вы что-то новое придумаете, пожалуйста, какое-то новое, что будет востребовано, тогда, конечно. Но, во-первых, не на его имя, а на свое. В-третьих, вы должны здесь постоянно находиться, все это контролировать, и все это... ваше присутствие просто обязательно. Ничего не получится, если вы его оставите на кого-то, свой бизнес. Никто заниматься вашим бизнесом от всего сердца, от всей души не будет. Это и понятно. Потому что только сам человек, который этим занимается, он будет заниматься. Даже ко мне вот некоторые обращаются: сдавай мою квартиру, я хочу получать вот так столько много, как ты. Я не буду, во-первых, напрягаться, да, столько, сколько я напрягаюсь для своих квартир. И, конечно, я в первую очередь заселю свои. А потом, если у меня останется время или место, или у меня будет праздник и будет очень много людей, конечно, я могу заселить другие. Но я не беру чужие квартиры, просто только свои сдаю. Потому что это и так очень много работы, это большое напряжение такое. И некоторые просто не думают, не задумываются, сколько времени я трачу на этот свой бизнес. Конечно, бизнес... Я уже говорила, что бизнес на меня, машины на меня, квартиры на меня. Это и понятно. Если вдруг у меня, если даже муж иногда что-то говорит, почему все на тебя, почему не на меня? Я же не против. Пожалуйста, иди покупай квартиры, сдавай сам делай рекламу. Я не против. Но он против, он хочет, чтобы я, допустим, да, мы сейчас об этом даже не говорим, это в начале где-то еще было как-то проскакивало, сейчас уже нет. Он знает меня, и он знает, что только вместе мы можем вот это все раскручивать. У меня была ситуация, когда мне кто-то ставил в пример одной женщины, как она своему мужу купила и квартиру, и машину. Скажем, ее зовут Марина, да, допустим. Я не буду говорить даже ее имя. Например, Марина, да. И он говорит: вот Марина своему мужу купила квартиру, купила ему машину. Я говорю: ну и где эта Марина? Если ее муж уже давно живет с другой женщиной, у него уже второй родился ребенок, и живут в этой квартире. Вот так. Я помню, она ко мне обращалась, чтобы я ее продала, эту квартиру. Я сказала: ну давай, где твои документы, давай я посмотрю. Я говорю: так это не на тебя даже документы. Она говорит: на него. Я говорю: тогда ты у него разрешение спроси, а не мне говори, я хочу продать. Если он захочет продать, тогда он продаст. И то спроси, захочет ли он, чтобы я продавала эту квартиру, вообще кому-то показывала. Этим все и закончилось. Что она там где-то, я не знаю, она, по-моему, даже приехала и жила где-то, снимала сама, хотя купила квартиру. Такие случаи, к сожалению, нередки. А еще я случай вам расскажу. Ладно, там женщины и мужчины, бывает, попадают на удочку такую. Мужчины нетрадиционной ориентации, допустим. У меня просто есть такой случай. Этот мужчина, я его знаю очень давно. Он уже приезжает, наверное, не знаю, уже лет больше 10 точно, лет, может быть, 12. Может, 10, ладно, скажем так, 10 лет. Приехал, и спросила: можно у меня будет жить еще один мужчина? Я говорю: у нас не возбраняется. Только с женщиной нельзя у нас жить вместе в одной квартире без документов. А мужчины могут, я тогда не подозревала, что
там какие-то у них шуры-муры, понимаешь, мужчина как мужчина, ну, такой он немножко жеманный, ну, ладно, бывают и такие. Ну, короче, потом я, конечно, все поняла, что это его друг близкий. Так вот, он, вы не представляете, он им крутил, вертел, как хотел, что этот мужчина, европеец, он приезжал сначала, снимал квартиру, а потом он решил купить квартиру. Он купил квартиру, понятное дело, на его имя, на себя и на него, но с правом продажи. Долго эта квартира не простояла, только до того момента, когда он там полностью сделал ремонт. Полностью сделал, полностью закончил, но он здесь не жил, он уезжал туда, этот здесь жил. Чем он тут занимался, не знаю, но он говорит, я хочу продать квартиру. А я говорю, а этот разрешил тебе? Он говорит, я у него не спрашивал. Я говорю, не, я не буду продавать эту квартиру, сам продавай. Хочешь, продавай, как бы разговаривай с ним сам. Я не хочу в этом участвовать, в этой так. Я ему помогла купить квартиру, этому человеку, европейцу. Но продавать ее за его спиной где-то я не буду. Короче, продал. И теперь опять он приезжает и опять снимает у меня же квартиры. Я говорю, а куда он деньги делал? Куда он деньги девал? Он говорит, сказал, что купил еще одну квартиру. Я говорю, а где эта квартира? Почему ты в ней не живешь? Почему ты опять у меня снимаешь? Он говорит, он мне не показал. Он сказал, я говорю, ну где это? Скажи хоть район. Он говорит, он сказал там. И все. Короче, денег он не увидел. Потом купил он ему мотоцикл. Мотоцикл, не знаю, опять, наверное, или продал. Сейчас он еще ему купил машину. Отправил ему деньги на машину. Потом он спрашивает, а я немного ему, это нормально я ему отправляю 200 евро 2 раза в месяц? Я говорю, чего ты, сколько ты ему отправляешь? 200 евро 2 раза в месяц. То есть 400 евро в месяц он ему отправляет, этому молодому человеку. Мало того, что он захотел жениться, так он его женил. Сделал ему свадьбу, понимаешь? У него родился ребенок. Он подарки посылал его ребенку. Потом у них что-то с женой не пошло, они разошлись. Он ему опять послал деньги на развод. Потом, не знаю, развод здесь бесплатно или платно, я не знаю сколько. Короче, он с него тянет немерено денег, просто немерено. Я не знаю, тому уже, ну, это какие у них там отношения уже, наверное, тот уже пожилой. Просто он мне когда рассказывает, я смотрю, он просто одинокий, он просто очень одинокий человек. У него никого нет, у него нет ни родственников, никого. Вот он привязался к одному парню, к этому, и все. Он для него и жена, или муж, и сын, и не знаю даже, кто он ему. Короче, вот он о нем так заботится, понимаешь? И он мне говорит, слушай, помоги мне посчитать, сколько мне надо ему денег. А еще перед этим он еще снимал квартиру, он тоже ему оплачивал эту съемную квартиру. Короче, вот такая вот Санта-Барбара. Я говорю, когда уже это закончится? Мало того, что он уезжал, опоздал на самолет. Я этому говорю, египтянину, а ты куда смотрел вообще? Ты о нем должен заботиться, он о тебе заботится, ты почему-то не заботишься о нем. Как ты так пропустил этот момент? Он сказал, что я успею. У меня рейс перенесли, я успею. Я говорю, так нам за 3 часа хотя бы переезжать. Пожилой человек, пусть и сидит там и ждет. Короче, он еще 4 дня прожил, слава богу, улетел. Ну, не знаю, чем это закончится, что там дальше будет продолжаться, но это вот, по крайней мере, я говорю, что вот такие бывают ситуации. Я нормально к этому отношусь, то есть как бы я не влезаю, мне это, конечно, непонятно, но тем не менее вот такие истории приключаются, и эти истории прямо все перед моими глазами. Мне говорят, тебе скоро уже книгу надо писать, потому что очень много ситуаций. Недавно опять вышел вот этот ролик какой-то очередной, что женщины пропадают в Египте. Ты видела, да, вот это тоже? Что воруют женщин. Где-то непонятно, какая страна снята, непонятно, какое там море. Вот, одна женщина. А знаете, вот такие сказки? Жила-была одна женщина.
У нее был такой вот черное платье. Как мы в сказках страшилки, вот это в пионерском лагере страшилки рассказывали. Вот то же самое, ни имен, ни названий, ни городов. Поехала в Египет, и ее украли. Искали ее, искали. Прям дед искал, бабка искала. Знаешь, вот это вот как в сказке. Не нашли женщину. Не ездите в Египет. Такая мораль, такая сказки. Ну, сказки. Потом одна, знаешь, на квадроцикле, чуть ребенка ее на квадроцикле не увезли к бедуинам. Ну, что за бред? Вообще просто смешно даже. Ты поехал на экскурсию, тебя ребенка забрали и повезли к бедуинам. Это вообще актеры. Никакие бедуины, там тоже людей возят на вот эти вот сафари. Никакие там не бедуины, это просто они приезжают на работу. Они пришли, хлеб вам попекли, там костер разожгли, но кто сейчас живет и песком моется? Никого нету сейчас, у всех есть свои квартиры, у всех есть свои деньги. Да, люди, к сожалению, не слышат. Я один раз просто разговаривала с одной женщиной, потом смотрю, она плавает, да, мы плавали вместе. Потом смотрю, она так руку подняла, я говорю, что у тебя на пальце? Ну-ка покажи свой палец. Знаете, что здесь при любых сделках пальцем ставят отпечатки. И потом он пару дней не отмывается, потому что такая краска синяя, большая, такая прочная. Поэтому я, когда увидела этот палец, я уже взбодрилась так. Я говорю, ты что ты сделала? Какие сделки у тебя? Она говорит, не хотела я не хотела говорить, вот ты сама увидела. Я говорю, давай, выкладывай теперь. Оформила на мужа половину своей квартиры, потому что ему надо было получить документы. Никакие отговорки, ни документы, ничего, зачем? Потом была эта эпопея с этими полициями, с тюрьмами, это была потом отдельная история, я не хочу даже про это рассказывать. Я немножко тоже туда помогала, Поэтому я говорю, вот видишь, если бы ты вот это вот не сделала, вот всего вот этого бы не было. Выдираться отсюда из этой вот истории было очень сложно, потому что я говорю, ты сама вот это сделала. Она говорит, да, я уже поняла. И потом, когда были другие ситуации, я ее брала, говорю, расскажи ей, когда она такая вся восторженная, у нее там очки розовые, не знаю, какие еще. Расскажи ей, что произошло с тобой, чтобы она не делала такой же ошибки. И многие, к сожалению, хоть не рассказывай, есть куча всяких этих историй, есть куча всяких видео. И все равно они едут, и все равно покупают квартиры, и все равно посылают им деньги. То у них то мама заболела, то папа заболел, то еще кто-то, то умер, еще, не дай бог, хотя и не умер, да, это просто так они говорят. Поэтому, мне даже некоторые писали, женщина одна, которую я знаю, она говорит, можно ты ему отдашь, а я тебе потом отдам. Я говорю, давайте эту схему как-то без меня, потому что я не хочу даже никак в этом участвовать, потому что один раз у меня такой был случай, одна женщина попросила, у меня есть счета в банке, конечно, они могут переслать, давай он тебе перешлет, а ты мне потом отдашь. Это была одна моя хорошая знакомая, поэтому я согласилась, но потом это она так подумала, что он ей подарил, а он так подумал, что он за что-то должен за это получить, а ничего не получил, потому что она просто попросила его заплатить за ее аренду за месяц, он ей прислал деньги, она заплатила за аренду, он приехал, они с ним съездили на морскую прогулку, посидели, кофе попили, и все на этом. Но он подумал, что это стоит большего. Если вы ему покупаете квартиру, а он живет здесь один, но тем более, что для многих это бизнес просто. Не удивляйтесь, что там кроме вас еще кто-то. Одна вообще нашла там кучу этих орфи бумажек у него, там коллекция.
Поэтому ничего такого удивительного нет. Ну, что-то про это рассказывать, это и так всем понятно. Вот еще спрашивает опять, в группах очень много спрашивают. Девочки, расскажите мне, будущий муж говорит, что я должна избавиться от маленькой собаки. Конкретно от Йоркшира. Типа мусульманину грех жить с собакой. Что бы вы сделали? На самом деле так оно и есть. Да, у мусульман не принято, чтобы в доме жили собаки. Собаки или кошки, ну, животные, короче. Например, в деревнях у них живут и собаки, и кошки, но они не живут в домах, в квартирах. Они живут на улице. То есть и собака, и кошка у них, и разные домашние животные, они живут вне дома. У них, да, не принято, чтобы были в доме собаки. Но очень у многих мусульман, очень у многих сейчас уже люди все современные. Я знаю многих, у кого есть и собаки, и кошки. И у нас есть 2 кошки дома живут. Поэтому это уже не считается чем-то неправильным или грехом. Потом еще я узнала, удивилась, конечно, когда я звонила мужу, он был в Луксоре, я говорю, кто там у тебя гавкает? Он говорит, это собаки у нас во дворе. А я говорю, это ваши собаки? Он говорит, да, наши собаки. Я говорю, как их зовут? Ну, просто поддержать разговор. Он говорит, никак. Я говорю, как? В смысле? У вас ваши собаки, их никак не зовут? А он говорит, нельзя называть именами собак. Я говорю, а как ты их зовешь? Собака? Просто собака? Иди сюда, собака. Он говорит, да, вот так мы и зовем. Я говорю, ни коней не называйте, ни овец, ни коров, их же надо различать как-то. Он говорит, ну вот это черная овца, это вот эта серая овца, это вот большая корова, это маленькая корова. Ну вот так они их даже не называют именами, вот так вот у них не принято. Для меня это было удивительно, потому что у меня, например, кошки, у них есть тоже имена Рамзес и Сандра. Сандра это мама, да, а Рамзес второй, это у нас, ну, Рамзес второй, это сын назвал его Рамзесом, этого котика. А я говорю, а какой Рамзес? Потому что их 4 родилось. Он говорит, ну, второй, который второй родился. Поэтому вот у нас Рамзес второй и Сандра. Поэтому сейчас уже они не так уж это присутствуют. Потом, если он настаивает, что он может жениться у вас только если вашу собачку вы куда-то денете, то я бы подумала хорошо, насколько он вас любит, что он, если вы оставите собаку, то он на вас не женится. Я думаю, что тут надо искать какой-то компромисс. Возможно, у него аллергия, да, вот иногда же бывает, что у людей аллергия на кошек, на собак, но как-то они решают этот вопрос. Либо отдать кому-то родственникам, либо тому уже пить таблетки. Ну, это надо договариваться. Это все такие единичные случаи. Но так, чтобы прям вот нельзя, такого нет. Поэтому смотрите сами, договаривайтесь, общайтесь, разговаривайте. Ну вот в группе, если спросят вот такое, что тут ответить? Так и ответить. Многие с юмором, конечно, отвечают. Они говорят, ну, конечно, лучше собака, чем такой муж. Ну или еще какой-то другой ответ. Думайте сами. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.